Это было в Атланте поздним вечером в понедельник. Дом постепенно погружался в тишину, будто стены сами слушали, затаив дыхание. В коридоре гулко тикали старые часы, а на кухне тусклая лампа под потолком отбрасывала желто-бледный свет на стол, за которым я сидел. Лед в стакане давно растаял, оставив в воде привкус виски и ожидания. Я ждал ее. Когда замок щелкнул, я даже не вздрогнул. Звук был слишком предсказуем, словно выстрел в финале давно известного фильма. Дверь открылась, и вместе с потоком прохладного ночного воздуха в дом вошла она. Эмили, 31 год. Ее шаги были легкими, как будто она возвращалась с беззаботной встречи с подругами, а не из чужих объятий. Смешок все еще витал в ее дыхании, но исчез в ту же секунду, когда наши взгляды встретились. Я уже знал все. Недели скрытности, странных исчезновений по работе, сообщения с незнакомыми именами, быстрые вздохи в телефонных разговорах, которые обрывались, когда я входил в комнату. Картина складывалась не сразу, но теперь передо мной был полный пазл. На столе лежала черная папка. Слишком простая снаружи, но тяжелая своим содержимым. Фотографии, распечатки переписки, выписки звонков. Все то, что невозможно отрицать. Сверху белый лист бумаги, на котором я вывел 5 слов. Пути назад уже нет. Она подошла ближе, пальцы ее дрожали. Когда она открыла папку, дыхание стало неровным. Казалось, она читала не слова, а собственный приговор. Я молчал. Мне не нужны были ее объяснения, каждая возможная ложь уже была отыграна в моей голове. Вместо этого я выложил на стол 2 конверта. В первом документы о разводе с моей подписью. Во втором фотографии чемоданов, которые я собрал за нее. «У тебя есть время до завтра», — сказал я тихо. «Полдень». Она открыла рот, чтобы что-то возразить, но так и не смогла произнести ни слова. Голос предал ее, как раньше предала она. Я поднялся из-за стола, прошел мимо нее и вышел в коридор. Лампочка на кухне осталась гореть, заливая пространство бледным светом, а она осталась одна лицом к лицу со своим поражением. Дом снова наполнился тишиной, но теперь она была иной. Не гнетущей, а чистой, освобождающей. На следующее утро, когда я вышел в прихожую, на коврике лежали ключи. Один из них был перевязан синей лентой, так она всегда отмечала свой. Я посмотрел на него и впервые за долгое время улыбнулся. Не потому, что победил, а потому, что наконец стал свободен. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.